Всем доброе утро! Сегодня у нас суббота, и это выходной день. На карантине каждый день кажется выходным иногда, но мы стараемся будние дни проживать в режиме рабочего дня, ну а в субботу все-таки, чтобы чувствовался, что это выходной, как и на выходных, делать то, что мы делаем на выходных. А на выходных мы не всегда гуляем, мы очень часто посвящаем все свое время нашему ремонту, обустройству дома, да, Сереж? Всем доброе утро. Всем доброе утро. Доброе утро, Сережа. И хочу вам сказать, что включилась я с нашего двора, поскольку вот сейчас еще разгар дня, но у нас очень пасмурно сегодня. Скорее всего, вот какие-то тучность повышенная. Был очень сильный ветер только что, но сейчас утих, да? Мы уже думали, сейчас пойдет дождь, но дождь не пошел, но кажется, что он к вечеру все-таки соберется. И, скорее всего, нам не удастся посидеть на нашей террасе, так как мы запланировали, да? Конечно, а может и удастся. Ну, ничего страшного. Сегодняшний день не станет исключением, и мы продолжаем дальше убирать в нашем доме, обустраивать его и все остальное, да? И вам приятного просмотра. Ну, как вы уже поняли с вступительной части нашего влога, мы будем дальше продолжать обустройство нашей... Я уже нахожусь в наших гостевых апартаментах внизу нашего дома. И это однокомнатные апартаменты, которые мы уже с вами не первый день здесь делаем уборку, обустройство, доставляем технику. И, собственно говоря, вы уже видели эти апартаменты, и сегодня, ну, во-первых, у меня здесь свежевыжатый кофе, который мне приготовил Сережа и принес. И, собственно говоря, да, Сереж? Да. Вот, я здесь пью пока кофеечек, но сегодня у нас по плану одеть на матрасник, на матрас, который мы в предыдущих влогах постирали вместе с вами. И, кстати, очистился он неплохо, будем сегодня одевать. Вот. Но главное, это вчера мы забрали нашу микроволновку отсюда, она побольше объем камеры имеет, и нам подходит она там больше, а в гостевые апартаменты мы уже давно закупили себе вот такую вот микроволновочку Koenig, это польская фирма, мы покупали ее в Польше в супермаркете техники Media Эксперт, да? Media Эксперт называется. Не, Медиамарте. Мы ее в Медиамарте покупали. Вот. Такой фирмы микроволновку мы еще не использовали. И просто мы надеемся, будет неплохо. Это бюджетная фирма, это бюджетный бренд, но поскольку он производится в Европе и имеет все требования, выполняет эта фирма все требования европейские. Вот мы надеемся, что зарекомендует она себя неплохо. Но если у кого-то есть такая микроволновка, напишите нам, как она, неплохо или мы ошиблись, когда мы ее купили. Но я думаю, для гостевых апартаментов это самый оптимальный вариант. Так вот, сегодня будем распаковывать ее и устанавливать здесь вместе с вами. Так, значит, мы уже сейчас будем открывать эту микроволновку и покажем вам, что было внутри коробки. Так, первое. Внутри коробки есть картонка, если вам понадобится. Если понадобится, есть пенопласт. Та-дам-та-дам! Но самое главное, это внутри коробки есть вот такая микроволновка.
этой микроволновки небольшой объем камеры, но для гостевых апартаментов, для разогрева тарелочки супа там или же, может быть, какой-то еды вполне достаточно, как мы считаем. Так. Ну, как обычно, в микроволновке всегда присутствует любой. В это не исключение. Естественно, инструкция. Это для гриля, да? Давай распечатаем все. Давай. Перерезали ленточку. Да. Ну, блюдо, естественно, оно небольшого размера. Давай. Все, идеально. И что немаловажно, вот здесь. Да, и главное, это вот в последней микроволновке нашей основной фактор, который нам понравился, это когда камера керама, что это такое? В общем, когда она с покрытием не просто металлическая, поскольку она плохо очищается, когда она нержавеющая сталь там стоит и просто металлическая. Когда камера идет с вот таким покрытием, как в духовках, это намного лучше, нам больше и нравится. очень хорошо да? очищается, то есть можно взять в такую тряпочку, брызнуть туда средство моющее, протереть и все, и микроволновка реально сразу вычищается, буквально 3 минуты и все почистить. Да, и в этой микроволновке то же самое, такое же самое покрытие, нам это очень нравится, и мы выбирали еще по этому принципу ее, чтобы была камера с вот таким покрытием. В принципе, хорошая микроволновка. Ну все, в общем-то, сейчас запустим, покажем вам, как она. Ну, а что показывать? Микроволновка стандартная. Во-первых, здесь регуляторы, здесь несколько 20 режимов. литров, 700 ватт. Да, также есть, давайте я просто на стол поставите, и вот такая модель, в которой есть вместительность ее 20 литров, она 700 ваттная, гриль у нее 1000 ватт, и есть режим разморозки, блюдо 25,5 сантиметров, ну, в общем-то, ну, гриль есть. Это стандартная микроволновка, но это бюджетная фирма микроволновка. Давай Также мы то, будем что... укомплектовать, кстати, наши гостевые апартаменты для того, чтобы наши гости не чувствовали себя привязанными к нам. Мы решили, что здесь будет отдельный утюг и отдельный фен. Вот так. Для комфорта. Все для комфорта. У нас тоже утюг Philips. Основной наш утюг. Ну, здесь такой обычный, нормальный, бюджетный утюжок. Но, чтобы погладить какое-то платьице или еще что-то. 2000 или ватт. футболочку. Или футболочку, да. В принципе, Красивый. идеально. Красивый, розовый. Очень подходит под цвет данного помещения. В общем-то, все убирается. Так. С эффектом тональности, да? Подходящий. И еще немаловажно, это необходимо. Да, это очень важно, потому что еще и фен здесь будет. Кстати, фен мощный, 2100 ватт. Ну, понимаешь, ты понимаешь, что главное для Да, девушки. с моими волосами я понимаю, как гостям будет удобно, если будет у них хотя бы какой-то фен, а тем более такой, это очень даже неплохо. Это не мини-фен, а полногабаритный размер. Все. И тоже немаловажно, здесь фиолетовый ободочек. Ну, вы понимаете, да, тональность вся выдержана. У него здесь есть и холодный воздух. Да, вот же. Да. У него есть режим холодного. Ну, это оптимальный вариант. Это обычный два режима, две мощности. И плюс еще вот так вот нажимаешь во время
того, как сушишь волосы. И, ну, это нельзя включить отдельно, но можно в процессе нажимать и охлаждать пружину и холодным воздухом сушить свои волосы. Ну, такой обычный фен, короче. Короче, для ванной подойдет. Для Душевой нашей укомплектуем. Да, мы укомплектовали, так сказать, просто гостевые апартаменты. А у нас, к сожалению, пошел ливень, просто сильнейший ливень. И поскольку мы с Сережей планировали на мангале, ну, мы немножко опоздали до ливня, мы еще собирались... Мы вчера замариновали куриные четверти и собирались до ливня их немножко себе поджарить, и обед у нас должен был быть из куриных четвертей и салатика. Но, к сожалению, не все так сталось, как гадалось. Мы сегодня затянули немножко, мы убираем просто у нас в однокомнатных апартаментах в кухне, и затянули немножко этот процесс и забыли совсем за то, что мы не обедали. Уже поздний обед у нас сейчас будет, и придется что-то готовить такое быстренькое для перекуса хотя бы. А потом мы еще, может быть, пройдет ливень и все-таки сделаем себе четверти на мангале. Ну, посмотрим. Если что, к вечеру тоже придется что-то готовить снова. Хочу показать вам салатик, который я на быструю руку сооружаю. И мы сейчас будем перекусывать им. И предлагаю вам наш рецепт. Для салата я буду использовать салатный микс. Также я здесь уже нарезала. У меня была в холодильнике буженинка копченая. Кроме этого у меня огурчик, здесь 2 штучечки, и коктейльных помидорчиков несколько штук. Заправочку я буду делать из греческого йогурта. Просто посолю гавайской солью и поперчу черным свежесмолотым перчиком. И этот салатик сейчас я все смешаю и покажу вам, как он выглядит. Вот такой вот получился вкуснейший салатик. И я буду кушать этот салатик с своим круассанчиком любимым. Сережа возьмет кусочек хлебушка. Можно сюда сухарики, кстати, добавить в этот еще салат. И всем приятного аппетита, кто кушает во время просмотра нашего влога. Этот салат очень насытный. То есть для перекуса он очень классно подходит, поскольку здесь, ну, я положила, во всяком случае, грамм 150 буженинки. И еще, кстати, Сережа будет кушать. У нас было 2 куриных филе с ананасами запеченных, и он разогрел себе, и вот так вот мы будем сегодня кушать. А Кируля сегодня по полной на выходном и находится сегодня практически целый день. Она нянчит Дана, там с ним развлекается у Иры, и поэтому кушает она там у Иры. Мы уже подобедали и с новыми силами приступаем к нашим делам. Но поскольку у нас возникла потребность в укомплектации 2 кухонь, мы сейчас достаем из наших запасиков посуду некоторую, которую мы покупали давно, привозили, некоторую из Польши, некоторую в Украине. Но сейчас я вам покажу то, что я дублирую на этой кухне, и сейчас достала из наших запасов то, что мы купили в Икеа в Польше. Первое, в сегодняшнем влоге вы уже видели вот эту вот миску. Я использую эту миску активно. Мне очень удобно и нравится в ней делать салат. Здесь получается хорошая порция, и для перемешивания идеально, поскольку ничего за пределы миски не высыпается. И также она очень даже красиво смотрится на столе. Кроме того, если мы делаем маленькую порцию салата,
я делаю вот в такой миске его. И такую же салатную миску мы оставили внизу в гостевых апартаментах. И эту такую же мы оставили внизу. Поэтому сюда я взяла новые, которые из запасов у нас. Также здесь буду использовать лопаточку такую из Икеа красивенькую. Кисточку силиконовую. Люблю новую посуду, поэтому с умилением рассказываю вам о ней. Вчера в холодильнике увидела свою проблему. У меня там стоит кокосовое масло открыто, но вот на ту как раз нет, на ту баночку у меня никакой крышки. Я завернула фольгой ту баночку, но сегодня наконец-то отыскала в наших закромах вот эти вот крышечки, которые купила ранее. Это силиконовые крышечки, которыми можно упаковывать разные продукты. Как мы видим, здесь огурчик, можно лимончик, любые фрукты. Да, но главное это баночки, на которые по размеру не бывает крышек. И вот это вот я достала, распечатаю, буду их тоже здесь использовать. Также оставляю там у себя свои досточки. У меня на той кухне вот такой набор. Здесь 4 досточки для разных продуктов. Вот я его спущу туда вниз и оставлю в гостевых апартаментах этот набор. А себе здесь достала вот такую вот мягкую дощечку. Она классная. В том плане, что вот все, что покрошила, чтобы оно не рассыпалось, можно аккуратно сыпать в посуду. Это первая досточка. И также для мяса очень хорошо вот такая, которая тоже из Икеа. Я еще не использовала ее, поэтому отзыв скажу позже. Но мне нравятся очень такие досточки, и я ее наконец-то буду использовать здесь. Вот такие новиночки. Кстати, еще вот такой у нас есть стаканчик. Это такие матовые, они очень такие классные, поскольку какой-то прорезиненный материал. Это для зубных щеток, для зубной пасты. Но у меня зубная щетка и у Киры электрические, поэтому мы сюда не будем ставить. А Сережа не любит электрическую щетку, и поэтому у него обычный, и вот для него и для бритв вот такой стаканчик поставим здесь. Голди очень обидно, что мы уходим в другую половину дома и ее не берем с собой. Ну что, ты покушал? Да. Было вкусно? Божественно! Мы просто были очень голодные, да? Все, Голди остается дома. Мы пошли вниз. Довольно-таки интересно. Пока мы покушали, сделали салат, уже можно прекрасно на мангале пожарить четверти. Но мы не будем этого делать, поскольку уже не голодные. Теперь займемся дальше уборочкой. У нас здесь очень большой взрыв. И если вчера был просто взрыв, то сейчас здесь очень большой взрыв. Здесь вот такой вот взрыв обо всем. Здесь куча всяких моющих средств. Кстати, вот оставляем здесь необходимую посуду. И вот пытаемся все здесь очистить. Какие-то здесь хрюши пожили, да? Нет, это небольшие хрюшки пожили. И, кстати, вчера во влоге сказала вам о вытяжке, что на ней ничего здесь не собирается, все идеально, ребятки. Нет, я ошиблась. Сегодня, когда мы очищали эту вытяжку, оказывается, на ней собирается здесь все вот там вот внутри. Вот здесь мы сейчас набрызгали и будем отмывать, но вот здесь внутри все собирается. Так что вытяжка это, так же как и все, требует хорошей чистки обычно. Но я просто не видела. Сегодня Сережа мне сказал, что оказывается он ее уже 2 месяца назад здесь чистил, и поэтому она была такой чистой. А я все думаю, класс. Вообще вытяжка идеально, не накапливает никаких
отходов и осадков. Просто у нас есть керхер. Ну да, но Сережа просто очищает, я часто даже этого не замечаю. Но вот эта вытяжка горения, которую в вчерашнем влоге я показывала, у нас наверху такая же белая, но все равно при всех обстоятельствах я остаюсь при своем мнении, она достаточно классно вытягивает все из помещения. Нет, она вытягивает хорошо. То, Она что на очень- ней собирается, то, что ее нужно чистить, это же не новость. Просто для меня это новость. Оказывается, это происходит, Нет, но я главное, об что этом вот не здесь, знаю. Вот здесь вот шкафы. Да, это ну вот основное. только что, кстати, мы очищали, и вот там вот нет налета никакого жирного на шкафах. Это самое основное. Но я просто никогда, ну, часто бывает даже... Я могу убирать в одной части дома, а Сережа в другой части дома, и я иногда даже не замечаю, что он уже чистил вытяжку. Поэтому я об этом не в курсе была. Да? Да. В общем, продолжаем мы здесь очищать. И, кстати, я здесь тоже достала штучку такую из Икея. Вот такая вот, это две таких тарелочки. Это была распродажа в Икее. В Икее часто бывает распродажа некоторых товаров. И мы ее взяли с 30, ну это две тарелочки с 34% скидочкой за 9,99 злотых. А это значит 60 гривен, по 30 гривен. Это декоративные такие стеклянные тарелочки, которые я сейчас поставлю в санузле. У нас там, ну, в общем, для красоты я их буду использовать, по сути. То есть, в принципе, их можно как и функциональные какие-то там использовать тарелочки, но я буду использовать просто для красоты. И стоили они 15 злотых. Но я не помню. По-моему, это одна, да? Или как? Это две за ценою однієї было, да? Ну, вот так В вот. Польше. Как Да. это расценивалось? Ну, в общем, я точно не помню, но я могу сказать, что вот это вот две этих декоративные тарелочки, я сейчас их распечатаю, покажу их поближе, покажу, как я буду их использовать. И две, считайте, ну, на сегодняшний день, по-моему, 65 гривен 10 злотых стоит, Ну, да? наверное, где-то 60, может 60. 65-68, да. Ну, Ну, даже если 67, честно, давно не 70 смотрела на гривен. обменки. Если честно, я давно не смотрела на обменные пункты, поскольку мы уже давно не ездили в Польшу. Обычно всегда у меня на виду эта валюта, и я в курсе, сколько она стоит. Сейчас давно не смотрела, поэтому бывает 70 гривен стоит 10 злотых, бывает 65. Ну, Сейчас, так ты же- наверное, ты повысился же не доллар, покупаешь, может, ты 7. просто в карточкой рассчитываешь. Не, ну мы рассчитываемся, да, картой. Обычно в Польше мы рассчитываемся картой. Подходят карты, ну, там, любые, любого украинского банка, Visa, MasterCard. И, в принципе, по курсу пересчитывает, там сразу же снимает по курсу, и нет проблем. Но все равно я всегда стараюсь, и мы всегда стараемся учитывать цену, по которой мы берем товар, поскольку мы не любим переплачивать или вести что-нибудь для себя из Польши, Просто что в чтобы Украине разные стоит, цены. что в Украине стоит так же, ну, дешевле редко бывает, чтобы в Украине что-то стоило. То есть в машину наложить чего-нибудь и везти, это только если это выгодно, мы можем, а так нет. Что ты говоришь про ценник? Про ценник это не значит, что мы на красный ценник ухватили его и побежали, потому что красный ценник иногда в Польше бывает. Да, что- в Польше так же, как и в Украине, часто бывает, что красные ценники. Например, шоколад, то, что мы покупаем. для Иди Киры. поближе, тебя там плохо видно, еще и коробки там бардак. А ты Везде хочешь? бардак. Везде бардак. Мы все Короче. убираем, а у нас сплошной бардак, да? Мгм. Тот шоколад, который мы покупаем для Киры, иногда мы покупаем его за 12 злотых, а иногда красная цена 16 злотых.
Да, ну, в общем, и совсем так, со всем товаром. В общем, там тоже часто бывают такие же скидки, как в Украине, что без скидки дешевле взять, чем со скидкой. Да? Да. Вообще, сейчас распечатаю эти 2 тарелочки, покажу вам, как я их буду использовать. И, кстати, внутри были вот такие вот зеленые веточки. Поляки очень часто любят использовать всякие искусственные цветы, вазоны в декоре своих домов. И поэтому это как бонус, идут такие веточки в этом распродажном наборчике. Вот. И сейчас вам покажу. И вот так вот будет у меня. У меня есть ароматизатор здесь в санузле, и вот так у меня будет он стоять теперь вот в такой, извините за звук, и он будет стоять теперь вот в такой тарелочке аккуратненькой, и вот так вот будет это все выглядеть. Ну, здесь еще одна просто к паре, поскольку их было 2 упаковочки, мы поставим здесь 2. Одна будет стоять здесь, вторая здесь. Может быть, я сменю им место дислокации, может, одна там будет стоять, вторая здесь. Ну, в общем, вот так вот будет все выглядеть. Здесь уже нашел свое место фен. Кстати, замена клапана все-таки отлично сработала. Вода не натекает, все отлично. Клапан не течет, все в порядке. В одном из прошлых влогов мы меняли клапан, и вот здесь вот миска стояла для случая, если этот клапан вдруг тоже течет. Для проверки мы пока поставили миску. Все-таки ничего не натекло. Все идеально. Клапан заменили, и отлично все работает. Мы уже установили сюда микроволновку новую. У нас здесь остается тостер. И, кстати, хотим показать, вот как можно очистить это стекло. Оно снимается полностью, да? Легко Да. оно снимается, Ну, или так снимается. себе? Ну, здесь болтик, гаечка и все. Да? Вот такие болтики, гаечки. И оно снимается, отмыли. Вот мы его сняли, отмыли, и сейчас назад Сережа просто поставит, да? Да, если его, конечно, каждых раз в неделю протирать. И вот такой вот фильтр, он тоже очень хорошо чистится. Его можно помыть за 3 секунды, и все. Ну, он полностью металлический. Здесь нет никаких пластин, которые нужно заменять, и они накапливают жир, и нужно... У нас еще даже пленка не снята, да? Да. А теперь вот так вот мы очистим сейчас быстренько, и всё. Мы в целях экономии времени не снимали пленочку. Нет, если честно, я даже не заметил, что здесь пленка. Это я сейчас только заметил, что это пленка, оказывается. Ага, ну, короче, в общем, вот такой вот фильтр, он весь металлический, его тоже сейчас почистить щеткой можно с моющим средством, и все, или же пароочистителем, да? Ну, я его сейчас лучше набрызгаю и потом горячей водой промою, пароочистителем просто пар поднимется, этот жирный здесь. Да? Это лучше не сильно его не В общем, чистим дальше. Микроволновка будет стоять вот здесь. И, кстати, у меня вот такие вот баночки с черно-белыми картинками для сыпучих, и они сюда очень классно вписались. Будет все вот так вот аккуратненько здесь выглядеть. Все-таки переставила я эту ароматизатор вот сюда, поскольку все-таки у нас же здесь мыльница, которую вот так вот нажимаешь, и там иногда капает мыло, ну, в общем-то, как вот сейчас есть. И я просто подозреваю, что это будет просто сильно пачкаться, если она будет стоять в районе мыльницы. И хочу сказать, что это, оказывается, крышка и поддон. То есть можно это использовать как какую-то коробочку стеклянную, но, конечно же, я буду использовать так, как я и задумала, это как 2 тарелочки будут. Эту просто еще нужно очистить, поэтому я ее забрала на кухню сейчас, и Сережа мне очистит скотч, которым они были склеены.
И эту я тоже буду здесь использовать для того, чтобы все было декоративненько и красиво. И вот сейчас Сережа как раз может показать, как легко устанавливается обратно это вот в вытяжке стекло. Да? Да. Один шурупчик. Второй шурупчик. Получилось? Получилось. Вот Тебе так помочь вот. подержать? Вот так вот подставляете голову, когда. Ага. И всё. Я держу. Не знаю, видно ли то, что я снимаю. Наверное, видно. Так. Голову подставляете, держите, 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 да? Если у вас голова начинает болеть, перестаете держать, отпускайте, но ударяется и разбивается, да? Да. В общем, это шуточки, а на самом деле 3 секунды и все прикручено. Ребятки, вот так легко можно снять вот эту вот фронтальную панель у этой вытяжки и идеальненько очистить все. И, кстати, Сережа сейчас уже очистил вот этот фильтр. Тоже отмыл его за 5 секунд. Мне кажется, другой стороной. Посмотри, там внутри с надписями вот это. Не? А. Вот так вот. Ух ты, класс. Вот так вот. Чистенько как все. Все. И теперь вот так вот все очищено. 3 секунды, все установлено обратно, да? Да, и вот так вот последний штрих. Сложно тебе было чистить? Нет. Ну, оно легко чистить. Ну, просто расскажи, это легко очищается или Да, так себе? Главное его снять. Ну и вовремя чистить, да? Вовремя Я чистить, думаю, не забывать. потому что если вовремя не чистить, то там, конечно, будет такой налет, который так легко не будет отмываться. Сколько раз ты, вот как часто мы чистим эту вытяжку? Ну, получается... Почему оно сейчас отщелкнулось? Покажи, что там за защелки. Ну, там обычная, просто такая вот система. А, там вот такая вот защелка. вот такие же. Подожди, я выключу свет, мне кажется, не видно. Вот такая защелка. Вот так вот. Ага. И Ну, вот здесь такие ролики. Вот такие ролики. И она так защелкивается. А, ты просто не дозащелкнул, поэтому она открылась, да? Так, и в общем, как часто нужно это делать? Ты можешь рассказать? Да, часто надо делать, когда... Чтобы легко очищалось. Чтобы легко очистилось, и много не... очищалось, наверное, раз в неделю, мне кажется. Просто протирать, поднимать. Фу, раз в неделю мыть вытяжку, ну... Нет, ну протирать не мыть. Вот в том-то и дело, когда протираешь ее раз в неделю. А, то- ты имеешь в виду не очищать, а вот так вот именно полную чистку, как ты а сейчас тогда не сделал. надо будет. Да ладно. Ну, раз сколько? Мы живем здесь больше полгода. Если будешь просто Сколько протирать, мы там здесь все равно... живем? Полгода Да, жили. да. Ну вот за полгода... С сентября месяца, больше, чем полгода. Ну вот я 2 месяца назад протирал Угу, вытяжку и все. И вот это сейчас. угу. И то я сейчас набрызгал, буквально минута, протер все и горячей водой смыл и все. Да? То есть, ну, даже фильтр был чистый. Фильтр я первый раз очищал. Угу. Он вот это только за полгода засорился. Я так понимаю, они сменные, их можно покупать. А, вот этот фильтр? Да. Итак, у нас пришла очередь, и мы одели все-таки на матрасник, он не стянулся. Конечно, есть погрешности, не все пятна вывелись, но, тем не менее, он уже чистый, пахнет чистотой, свежестью. Да? Да. Тебе что, тяжеловато, что ли? Сереж, тебе тяжеловато, что ли? И вот, кстати, молния. Все на застежечку застегнули. И идеальненько. Да? И получается хорошо. Фух. Ну, что ты устал так? Я не пойму. Я тебя не пойму. Слушай. Идеально все. Нормально постирано, ну. Слышишь, как будто тебе тяжело реально этот матрас одевать. В общем, дело дошло через 3 дня все-таки на матрасника, и, как оказалось, он не стал маленьким на матрасником, на такой детский матрасик. 60 градусов стирка, нормально его. Вот так.
И теперь будем чаще стирать его, и он не будет приходить в негодность. Да? Да. Поскольку то чай, то кофе кто-то разольет, и уже пятна получается. Да? Да, Сереж, кто-то кофе разольет. Кто-то колу попьет, кто-то... И этот кто-то постоянно один и тот же человек, я могу сказать. Это что, Кира? Нет, это ты. Да. Это когда я Да. пью кофе и засыпаю. Кира здесь не спит. Кира. Это я когда пью мы кофе встаем и очень засыпаю. ранним утром, часов там в 5 утра проснуться нужно, и пьем кофе в постели, то вот такие результаты, что нужно снимать обивку матраса и ее стирать. Так что вот так вот. Мы уже сегодня, слава богу, одели эту обивку, и у нас уже теперь почище этот матрас, а то он у нас не такой уж старый, а выглядит, как будто его кто-то с какого-то места достал. Нормально, гостевой матрас, отлично, Ну, для гостевых, чистенький. да, апартаментов, то, Сейчас что сверху нужно. натянем. Сейчас покажем, что мы натянем. И сейчас сверху мы будем одевать на матрасник, да? Да, и будет все у нас теперь чистенько. Чистенько, идеальненько. Не, ну главное, конечно, это что сам на матрасник, даже если остались какие-то там невыведенные пятнышки, мы точно знаем, что это не грязно. Мы точно знаем, что оно очищено все. И, в принципе, Теперь уже оденем на матрасник, на с матраснику. такой хорошей штучкой. С пленочкой. Не промокает. Это да, это на матрасник, у которого есть пленка под низом, но мы просто на нем не любим спать, поэтому пусть спят наши гости. Нет, на самом деле это проблема, когда нету теплого пола. А сейчас на нем на нем собирается конденсат на этом на матраснике, поэтому мы его не использовали. А теплый пол у нас только в этом доме первый раз, и вот сейчас мы уже знаем, что такой матрасник с пленкой под низом можно использовать спокойно, и тогда не придется чехол от матраса стирать, поскольку здесь теплый пол и просушивается матрас за счет того, что там есть теплый пол у нас. Да? Да. И получается вот так вот чик-чик и супер чистый. Чик-чик. и Хотя вот можно так. было на грязное одеть, но так Чик-чик-чик. как мы чик-чик любим. Не, на грязное одеть Ну, здравствуйте. некоторые люди могут себе позволить сидеть. Не, ну одевает, но мы не будем так А так делать. мы сделали такую трудную себе, распороли Да, этот мы матрас. любим сложности, одним словом. И поэтому сейчас у нас Всё. чистенько будет, да? Вот так вот красота такая чистая. Все, мы пахнет. заканчиваем здесь уборочку, но, конечно, не совсем, я вам скажу, мы ее еще заканчиваем. Мы здесь большую часть кухни очистили, у нас уже здесь оставлена посуда, только та, которая будет здесь использоваться. И здесь у нас оставлено только то, что здесь мы будем использовать. Все полностью очистили, мойку очистили. Здесь все очищено. И здесь все очищено. И здесь оставлено только самое необходимое. И здесь оставлено только самое необходимое. Здесь вообще пусто. В общем-то, все очищено. Но, та-дам! Оно убрано все в один угол. Все перебазировалось со всех апартаментов в один угол к дверям. И теперь это все нужно куда-то распределить, вынести, унести, ну и, в общем-то, решить все вопросики. А это мы будем делать уже завтра, да? Если вам понравилось это видео, если вы досмотрели это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые наши видео. И всем пока-пока!